SCP-030. Гомункул. Начало записи. Объект номер SCP-030. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-030 следует содержать в зоне 17 в доработанной камере для содержания гуманоидов. Камера должна быть приспособлена к росту субъекта. В частности, следует оборудовать рабочее место и предоставить стул соответствующего размера. По запросу SCP-030 освещенность камеры можно регулировать с помощью простого реостата. Допускается яркость не более 2000 люмен. При необходимости обездвижить SCP-030 освещение выключается с помощью установленного снаружи камеры выключателя. При необходимости задергиваются светонепроницаемые шторы. Для наблюдения SCP-030 в пассивном состоянии следует пользоваться стандартным прибором ночного видения. SCP-030 разрешается запрашивать материалы для исследования один раз в 90 дней. Перед предоставлением новых материалов изымаются и уничтожаются все ранее выданные. Для предоставления материалов необходима проверка их как научной службой, так и службой безопасности. SCP-030 запрещается выдавать любую современную научную периодику и тексты, а недокументальные материалы должны быть написаны не позднее 1623 года нашей эры. Это делается для сохранения присущих SCP-030 знаний. Для общения с SCP-030 в письменной форме следует подать заявку в формуляр номер 030-RS-BIS непосредственному начальнику. Все результаты переписки следует хранить бессрочно. Для очной ставки с SCP-030 следует подать заявку руководству зоны, формуляры номер 030-RPA и номер 17030-A, не позднее, чем за 30 дней до жевательной даты очной ставки. Материалы и видеозапись означенной ставки также следует хранить бессрочно. Старшие научные сотрудники имеют право подать запрос на временное извлечение SCP-030 из камеры содержания сроком максимум на 1 час для предоставления экспертного мнения касательно вопросов, относящихся к зоне 17 и не засекреченных. SCP-030 категорически запрещается покидать зону 17. Такие запросы следует подавать лично руководству зоны и в службу безопасности не позднее, чем за 30 дней до планируемого срока. Все подобные консультации фиксируются на видео, записи хранятся бессрочно. SCP-030 оснащен системой слежения инвентарный номер 030-17-1 для определения его точного местонахождения в пределах зоны 17. Описание. SCP-030 выглядит как бесполый, безволосый, серокожий человек ростом 71 см и весом 12,7 кг. 2 британских стоуна. Глаза однотонно-голубые, внешне напоминают маленькие ограненные сапфиры, зрачок и радужка неразличимы. Голос SCP-030 бесполый, субъект разговаривает с выраженным английским акцентом, который на данный момент невозможно отнести к какому-либо региону Великобритании. Субъект способен изъясняться, читать и писать на древнегреческом, латыни, английском, испанском и португальском языках, а также на 2 неопознанных языках, про которые сам SCP-030 утверждает, что они должны быть общеизвестны. Также SCP-030 обладает знаниями в областях физики, химии, астрономии, математики и сельского хозяйства примерно на уровне академика 17 века нашей эры. SCP-030 также обладает такими знаниями в этих областях, которые не зафиксированы в каких-либо исторических хрониках. Эти альтернативные или совершенно неизвестные подходы к научно-исследовательской деятельности в естественных науках – одна из полезных черт SCP-030 в качестве консультанта. SCP-030
сохраняет подвижность и активность, пока в пределах 1,5 метров от него находится источник света яркостью 15 люмен или более. При отсутствии света SCP-030 становится инертным, выказывает признаки потери сознания и не подает признаков жизни. При попадании на SCP-030 в инертном состоянии света субъект снова активизируется, ведя себя как человек, пробудившийся от легкой дремы, вне зависимости от срока, проведенного в бездействии. Похоже, что такие периоды бездействия не являются для SCP-030 аналогом сна и базовой потребностью, так как субъект неоднократно выражал желание оставаться активным как можно дольше. Медицинские анализы SCP-030 дают неясные результаты, при том, что основную массу его тела составляет глина, характерная для английских графств Кент, Сюррей и Большой Лондон. Во взятых образцах тканей также присутствуют следы мандрагоры, щелока, ртути и человеческой крови. SCP-030 утверждает, что полное хирургическое исследование с целью понять, как он работает, оборвет его жизнь и не даст полезной информации. Поскольку в теле SCP-030 не идет регенерация, взятие образцов приостановлено для сохранения целостности субъекта. SCP-030 можно нанести вред, однако он, судя по всему, не способен чувствовать боль и просто придает поврежденным частям своего тела новую форму. Следует отметить, что SCP-030 невозможно придать форму голыми руками, но его тело поддается изменению с помощью любых подходящих инструментов. Субъект не дышит, не требует питания и не выделяет отходов жизнедеятельности. Время от времени он изъявляет желание помыться. Сам себя SCP-030 называет Ариэль и регулярно просит сотрудников называть его так же. На вопросы о том, как и кем он был создан, субъект отвечает одной и той же заученной фразой «Меня попросили забыть сведения, касающиеся этого вопроса, 1000 извинений». SCP-030 произносит этот ответ одним и тем же тоном и в одном и том же темпе всякий раз, когда ему задают вопрос касательно его происхождения и создателя. SCP-030 был обнаружен 12 июля года в ходе археологических раскопок в районе Мортлейк в Лондоне, на месте строительства автомобильной парковки. Субъект находился под землей на глубине 9 футов в небольшом каменном саркофаге. На саркофаге не было никаких пометок. Судя по тому, что на месте раскопок было найдено еще несколько могил, в саркофаге мог находиться умерший ребенок. В ходе раскопок крышка саркофага раскололась, и на SCP-030 попал солнечный свет. Под его воздействием SCP-030 перешел из состояния бездействия в состояние умеренной активности и сказал «добрый день» собравшимся рабочим. Через несколько часов на место происшествия был вызван сотрудник разведывательной службы фонда в графстве Большой Лондон, который забрал субъект без какого-либо сопротивления со стороны гражданских. Немногочисленным свидетелям был введен амнезиак, после чего они были отпущены на свободу. Приложение 1. Документ 030-С. Журнал безопасности SCP-030. 14 сентября года. На SCP-030 установлена система слежения. 21 декабря года. SCP-030 сообщает о неполадке системы слежения. Ремонт занял 6 часов. SCP-030 предложил свою помощь в ремонте, но от нее было решено отказаться из соображений безопасности. 13 марта года. SCP-030 закончил 18-недельный курс лекций по неизвестному языку Альфа, кодовое имя Зефир. 5 сотрудников уверенно на нем изъясняются. Лексиографический анализ передан О5. 2 июля года. В ходе консультации научный сотрудник несколько раз необдуманно упоминает фотоэлектрическую технологию. Консультация прервана. Сотрудник не успел объяснить эту технологию в достаточной степени. 12 августа
года. SCP-030 запрашивает некоторое количество магния, который, по его словам, собирается поджигать с целью изучения излучаемого при его горении света. Запрос отклонен научной службой. 14 ноября года. Инцидент 031. SCP-030 соорудил из упаковки земли для комнатных растений, имбиря обыкновенного, кристаллы рутилового кварца весом 72 грамма и 23 сантиметров медной проволоки, свернутой в спираль, объект или устройство, способное направленно излучать мощный поток ультрафиолета. Механизм работы устройства неизвестен. Без непосредственного вмешательства SCP-030 эффект воспроизвести не удалось. Научная служба обсуждает вопрос о разрешении SCP-030 продолжать исследования в этом направлении. Предполагается, что SCP-030 разрабатывает альтернативный и, возможно, аномальный вариант фотоэлектрического эффекта, основываясь на минимальных знаниях о его существовании. Все исследования, ведущиеся SCP-030, приостановлены. Материалы изъяты до конца обсуждения. Конец записи.